Сегодня немного поговорю вот об этой штуке, из-за которой я не спал с пятницы на воскресенье 30 часов. То есть я после работы сразу полетел в Новосибирск, встретился там с продавцом, купил его и сразу же обратно. Такая у меня была небольшая машина времени. Из Новосибирска, кстати, когда летишь, во сколько вылетаешь, во столько же и прилетаешь. Я вылетел в 9:20 и прилетел в 9:20. Очень удобно, советую всем. Так вот, привез я, значит, из сибирских лесов вот такого красавца. Это динамик фирмы Klangfilm 30-х годов, то есть ему уже за 80 или под 80 лет. Но фирма Klangfilm, я так понимаю, это одно из подразделений, для тех, кто не знает, это одно из подразделений фирмы Siemens. То есть у них было гражданское подразделение, это Telefunken, они делали домашнюю аппаратуру. И профессиональное подразделение делали киноаппаратуру, и называлась эта фирма Klangfilm. В переводе с немецкого звуковое кино. Для каждого аудиофила фирма Klangfilm это в этом звуке для любого аудиофила очень много. Очень легендарная фирма. Одни из самых крутых и дорогих винтажных динамиков. Это именно Klangfilm'овские. Это динамик KL-L42206. Очень дорогой. Купил я его, конечно, недешево. Не по тем ценам, конечно, как на eBay, но тоже недешево. 12 дюймов. Как вы видите, электромагнит, подмагничивание оно же. Нижний подвес выполнен в форме паучка картонного, внутреннего, с внутренней стороны диффузора. Крепится он одним болтом, как вы видите. 7 килограмм динамик весит. Давняя, конечно, моя мечта. И да, я, честно говоря, и никогда не мечтал о нем, потому что они слишком были для меня дорогими. Я всегда почему-то хотел заиметь KL-L405. Я их слушал, не так давно, но еще на заре моего увлечения, лет 15 назад аудио, сразу как бы понял, что такое Klangfilm, что это круто, что все хвалят по всему миру. И поэтому всегда мечтал что-то заиметь себе из Klangfilm. Я помню, вот еще лет 15-10 назад, когда смотрел на eBay, то есть когда вбиваешь, например, я тогда за 405-ми следил, 405-х очень много было. Вот в любое время вбиваешь KL-405, несколько лотов, и тогда, боже мой, они стоили $1000 пара. По тем деньгам это 30 тысяч рублей. Господи, я бы их сейчас до десяток бы сразу взял. Но сейчас реально 405-й, достаточно редко попадаются. Не часто, не знаю, мне кажется, буквально пару динамиков в год на eBay проскакивает. А то может быть и реже. Но эти тоже очень редкие, может быть один динамик в год, может быть даже реже попадается. И за безумные деньги какие-то уходят в районе $4000. Они того стоят. Про них я никогда ничего плохого не слышал. Все, абсолютно все признают, что это у них очень хороший звук. Вот и мне в коллекцию такой попался. Конечно, когда берешь его в руки, сразу, так сказать, ощущаешь немецкое качество. Во всем, в мелочах, куда ни посмотришь, как сделаны выводы, как они проведены, как они подведены, как они подключены. Железо, вставки, пылезащитный, то есть, все. Катушка подмагничивания, кстати, у него лицендратом намотана. У нас на таком уровне не делали. Хотя через мои руки, практически весь советский винтаж прошел из динамиков. Включая всякие редкие динамики на подмагничивании из старых RIG, из старых VF, тоже такие 12-дюймовые, здоровые. Конечно, они попроще сделаны, чем этот Klang. Кенапы, из кенапов у меня были практически все. Единственное, что я никогда в руках не держал и не слышал, это 1А13. Все остальное,
Ну, если не считать всяких тех редких летучих голландцев, которых даже на фотографии никто никогда не видел, которые существуют только в виде рисунков старых книг по киноаппаратуре. Повидал я динамиков немало, и могу сказать, что кланги берешь в руки, и вот сразу ощущается качество. Видно, что не зря за кинап просят на eBay за 4А32 $200, а за это $4000. Не зря. Сразу, когда прикасался, ну это как старый Мерседес и как старые отечественные, я не знаю, что там у нас, Победы тогда были в середине прошлого века. Ну, ни в какое сравнение идется. Так и тут. Наши кинаповские динамики тоже, конечно, очень качественно сделаны. У них качественный конструктив, корзины, магниты хорошие. Да, но в целом звук, конечно, у кинапа намного проще, намного проще. Уж сколько я его не переслушал. Зари своего увлечения всегда слушал кинап, покупайте кинап, у вас не будет проблем. Я начал покупать этот кинап, все больше, дороже, а звук. И все время спрашивал, где звук? Вот ты купил очередной кинап, приносишь, все ништяк, все как по рецепту, все как написали, включаешь. Думаешь, где то волшебство? Но, когда ты получаешь вот такой динамик, ни одному нормальному человеку не должно прийти сразу в голову его раскурочить. Что я сейчас и намереваюсь сделать. Вот докурю и раскручу его. Он есть на болтиках. Очень мне хочется глянуть, какая у него катушка. Я где-то читал, что она, возможно, 4-слойная. Каким проводом намотан, высота намотки, ширина зазора. Ну, в общем, мне это очень интересно. Надеюсь, я не на рукожоплю с ним. А тут уж ошибка очень будет дорого стоить. Ну, поехали. Так что устрою ему сейчас такой тирдаун. Как говорится, не повторяйте такой эксперимент дома. Все-таки у меня есть опыт работы с динамиками. Но все-таки чувствую, думаю, руки будут трястись. Ну а хули нам чукчем. Разберем и клан-фильм. Да простят меня боги винтажа. Чего? Так, ну что? Все так просто. Ну, про 4-слойную катушку, по-моему, это пиздеж.
Да, за 80 лет ничего не заржавело, не прикипело. Интересно, тут торцы у гаек сбиты, как будто зубилом. Интересно, это для чего так делали? Вот так вот. 3 из 4. Тут прокладочка. Везде прокладочки. Ах, блядь. Если что-то из этого проебать. На диффузоре жалко, даты нигде не написано. Они обычно ставят какое-то клеймо. Тут вот только PR018. Когда-то ж ведь это был немецкий ширпотреб. Штамповали просто так, чтобы киношки озвучивать какие-то. Магнитная системочка. Так. Ну, как-то тут не все так просто устроено. То есть вот эта вставка, насколько я понимаю, она пылезащитная. Но еще я вижу тут какую-то... Она с наружной стороны вроде как из одного куска металла сделана. Цельная, а вот изнутри видно, что тут вставка какая-то. Я не знаю, был ли тогда пермендюр. Может быть, это пермендюровая вставочка, чтобы повысить напряженность магнитного поля. Точнее, или индукцию, не знаю, правильно ли я сказал. Видите, тут вот она. Идет вот этот пылезащитный колпачок. Вот там раздел видно. Вот он. И вставка из какого-то другого металла. Ну, хотя по виду он такой же, как и этот. Может быть, просто кольцо какое-то. Заклепочки. Ох, мамочки. Надеюсь, я потом... Надеюсь, когда будем собирать, не останутся лишние детали. О. Тут кто-то живет. Может быть, его зовут Ганс. Ну что, ребята, по-моему, это первое и единственное пока видео во всем интернете с раскурочиванием кланга. Значит, внутренний диаметр верхнего фланца, отверстие во верхнем фланце 39,5 где-то. 39,5, а диаметр керна 37,2 где-то. Так, ну высота намотки. Блять. Так, ну высота намотки здесь где-то 30 футы. Где-то 3,1 миллиметра. Ну, примерно. Тяжело очень. Она очень мелкая. 19 виточков. Чуть больше 3 миллиметров высота. Но сколько там слоев? Кстати, на видео даже лучше видно, чем когда пробуешь сфоткать. Слоев непонятно. Видно, что их как минимум 2. Причем между слоями проложена, по-моему, бумажечка. Насколько я могу понять. Не знаю, мне кажется, даже возможно действительно она 4-слойная, потому что вот сейчас мне как будто видно 3 слоя. Может быть, 4-й там под бумагой. Как-то вот так вот.
Пальчики дрожат. Ну, чуть больше вот 3 миллиметров. 19 виточков. 3, по-моему, точно видно. Нифига, вот я глазами вообще не... Вот через телефон еще как-то видно. Что вот вроде 1, 2, 3, может быть даже 4. Мне кажется, 3 я вижу. Но глазами вот вообще я не вижу. Это я, то есть, очень мелкая намотка. Такие вот красивенькие у него выводы. Такая-то у него структура бумаги. Немножко тут внизу как-то он примят. Пятнышки, ну это вообще херня, я считаю. Для 80-летнего динамика у него состояние просто музейное. Так, катушечка. Тут написано Фильдж пуля. Сколько я могу понять? 250 вольт. Вот он, лицендратик. Вот видите, я про что говорил. Вот она какая-то. Вот видно, что составной тут верхний фланец. Вот колечко какое-то вставлено. Вот так вот плотно. Вот этот вот, так понимаю, пылезащитный какой-то кожух. Плотно он так садится на керн. И под него практически ничего не попадает. А вокруг рамы был такой, как всегда, мешок матерчатый натянут. Поэтому пыль в зазор. Да не то, что вокруг рамы, а вообще весь динамик, он обычно в мешочке в таком. И поэтому пыль не попадает из зазора никак снизу, а сверху, со стороны диффузора, там этот мешочком накрыт. Я не знаю, как это назвать, чехол такой на старых динамиках. И, кстати, почему-то, когда всегда старые динамики какие-то получаешь, почему-то всегда с них снимают чехлы и крепления. Это же, блин, тоже очень ценные крепления и чехлы. Почему их выбрасывают? Ну что можно сказать в заключение? Я счастлив и одновременно несчастлив. Потому что найти второй такой, но за сходную цену, ну, наверное, это еще лет 10 придется ждать и искать. Ну, либо заработать на такой же, но по рыночной цене. Вообще, конечно, давно такая идея была, давно уже хочу попробовать собрать сам какой-то динамик, потому что, ну, что в этом динамике самое сложное, конечно, и самый большой залог звука, это, конечно же, его диффузор. Потому что, ну, железо более-менее повторить не сложно. Ну, что тут вырезать вот эти все штуки, выгнуть из армка, из максимально чистого железа. Вот, это не сложно. Не дешево, но и не сложно. Катушечку намотать. А вот диффузор, да, с этим сложнее. Но я знаю мастеров, которые делают, в том числе из старых,
носовских, так сказать, диффузоров от фирмы Kurt Müller. Эта фирма поставляла диффузоры для телефунканов, для клангфилмов в свое время. Так что на eBay можно купить, в принципе, диффузор этой фирмы в состоянии NOS. Некоторые мастера сами делают сейчас по своим технологиям, отливают диффузоры. Так что, я думаю, это достаточно интересное поле для экспериментов. Пожуем, увидим. Я снял с него сейчас всевозможные вообще мерки. Куда только пролез штангенциркуль и линейка, все вроде замерил. Так что будут исходные данные, если когда-нибудь руки дойдут сделать что-то подобное. Вообще было, конечно, интересно сделать такую реплику и послушать сравнение. Ну и в заключение хочу пару слов сказать про наши динамики. Конкретно про Кинап. Вот лично я, например, лучше применение Кинапу, чем изготовить вот такие вот светильники, я и не ношу.